Классическая ошибка новичка – перепутать Git и GitHub. Git – это распределенная система контроля версий, которая заменяет обычные папки на удобные и многофункциональные репозитории. Репозиторий – это хранилище вашего исходного кода. На самом деле в репозитории можно хранить любые текстовые файлы, а на самом деле вообще любые файлы. Однако Git создавался для вполне конкретных текстовых файлов, исходного кода ядра Linux, поэтому именно для кода и текста он подходит идеально. GitHub – это один из самых популярных сервисов для хранения ваших репозиториев. Если бы GitHub был просто сервером хранения репозиториев, то вряд ли бы он стал таким популярным. Создатели сайта называют его социальной сетью для разработчиков, в которой кроме хранения кода можно совместно работать, комментировать правки, общаться и следить за новостями. Работодатели программистов часто спрашивают у кандидатов аккаунт GitHub, чтобы посмотреть на его активность, интересы и стиль. Вот пример активного GitHub аккаунта Данила Охлопкова, выпускника ФРТК и ФИФТ, и по совместительству нашего друга. Создавая свой аккаунт, не выдумывайте сложный юзернейм, укажите реальное имя и добавьте фотографию, на которой вы улыбаетесь. Так с вами будет проще вести серьезные дела. Например, вместе делать лабы по инженерной подготовке. И да, первым делом после создания аккаунта включите двухфакторную аутентификацию. Пожалуй, главная техническая настройка, которую нужно сделать на сайте, чтобы начать пользоваться Git через GitHub, заключается в том, чтобы добавить свой публичный SSH-ключ. Для этого перейдите в настройки аккаунта, зайдите в раздел SSH и GPG Keys и нажмите кнопку New SSH Key. В раздел Key нужно вставить содержимое файла публичного ключа. В нашем случае это ip.pub. Выделяем все, копируем и вставляем. Можно дать своему ключу какое-то осмысленное название, чтобы в них не запутаться. После этого нажмите кнопку Add SSH Key. GitHub попросит пароль. И новый публичный ключ, который еще ни разу не использовался, будет добавлен в ваш аккаунт. Давайте проверим SSH-соединение с сервером GitHub. Для этого откроем терминал и введем команду ssh t git at github.com. Соединение отклонено, потому что мы еще не указали SSH-агенту наш приватный ключ. Для того, чтобы проверить, какие ключи добавлены в агент, можно выполнить команду ssh add-l. В агента не добавлен ни один ключ. Давайте это исправим. Агент сообщает, что добавил новый публичный ключ. Давайте проверим. Очень похоже на правду. А теперь давайте еще раз проверим SSH-соединение с сервером GitHub. Это дружелюбное сообщение говорит нам о том, что все ключи настроены и можно приступать к работе. Ключей в аккаунте может быть несколько, поэтому можно создать на каждом компьютере отдельный ключ и добавить все соответствующие публичные ключи в аккаунт. А можно скопировать приватный ключ на все компьютеры при помощи флешки и добавить в аккаунт только один публичный ключ. Это всего лишь файлы. Если знать, как ими пользоваться, то удобным будет любой из вариантов. С точки зрения техники, чистый репозиторий можно создать командой git init прямо на рабочем компьютере. Но практически удобнее создать его на сайте GitHub, склонировать на рабочий компьютер и уже после этого начать с ним работать. Чтобы создать репозиторий, нужно перейти на страницу своего профиля, зайти в раздел Repositories, нажать кнопку New, ввести имя нового репозитория, выбрать тип паблик для наших учебных целей и нажать кнопку Create Repository. Новый, свежий, чистый репозиторий создан и готов к работе. Чтобы дать другу возможность не только просматривать ваш публичный репозиторий, но и изменять его, нужно зайти в настройки репозитория,
открыть раздел Collaborators и добавить человека по юзернейму или почте. Вашему товарищу придет письмо, в котором он должен будет подтвердить желание работать вместе с вами над этим проектом. На самом деле это все, что нам нужно от GitHub на наших занятиях. Добавить публичный ключ в аккаунт, создать репозиторий и настроить доступ. Остальное мы будем делать при помощи клиентской программы Git на рабочих компьютерах. Это лишь самая малая часть того, что умеет сайт GitHub. Скорее всего, он заиграет для вас новыми красками, когда вы разберетесь в коммитах, пушах, пулах, ветках. Одним словом, начнете привыкать к Git. Предлагаю с этим не затягивать и переходить к следующему видео. Ну, раз предлагаешь, мужик. Давай, переходи.